Ребят, всем здравствуйте! Сегодня ко мне поступила новая партия орхидей, цветущих орхидей. И это говорит о том, что мне прибавилась работа. В плане того, что я опять начинаю заниматься, открываю сезон больных орхидей, которым необходимо лечение, восстановление, не дай бог, конечно же, реанимация. Перед вами стоят 7 орхидей. Это именно те орхидеи, которые на данный момент нуждаются обязательно прям в лечении. Какие-то из них я целенаправленно заказала себе, но об этом чуть позже. А какие-то, как я всегда говорю, достались мне в наследство. Но дай бог, что поставщик у меня адекватный, нормальный. И, так скажем, мне их списал, потому что там действительно такие проблемы, что с одной стороны, не знаю уж до чего дело дойдет, но вот так на них глядя, можно сказать, что бери и выкини. Но это же, конечно, не в моей компетентности. Я буду им помогать, буду их восстанавливать. Давайте именно, ну это уже, значит, на протяжении недели будет данное видео, потому что их 7. Возьмем самую тяжелую прямо на сегодняшний день, которой вот необходима моя помощь. Я, конечно, постараюсь, может быть, за день, либо за два их все, ну, начать им проводить лечение. Иначе, ребят, если я затяну действительно на 7 дней, если для записи видео, то 7 дней это очень длинный промежуток. И может орхидея в этот момент свободно и легко отправиться в орхорай, потому что тяжело больные. Давайте я вам их мелько покажу и чуть-чуть расскажу вообще, какая ситуация. Вот смотрите, если взять вот эту орхидею, у нее, видите, и листья красивые, такие зеленые, и сочные, все. Корневая система у нее, так скажем, неплохая, нормальная, зеленая. Но я заметила именно небольшую проблемку на шее. Эту орхидею мне не списали. И знаете, ребят, я вот замечаю сама по себе просто-напросто. Вот эту вот орхидею я хотела себе. Все, я думаю, я сейчас закажу, куплю, и будет у меня орхидея такая красивая. И такая тенденция есть. Если я захотела этот сорт, он обязательно будет каким-то больным, которому необходимо лечение, но хотя бы что-то вот минимально. Почему так? Я не знаю. В первую очередь я орхидеи заказываю для себя, но таких, которые у меня нет в коллекции. Вот эту орхидею я тоже прям одна шла лишняя, ну так скажем, я решила ее себе прикупить. Ну и посмотрите на состояние орхидеи на сегодняшний день. Как только вдруг вы замечаете у орхидеи, что цветочки они не стоят, а вот так вот упали, это, ребят, проблема. Но какая уж будем выяснять позже. И листья также видно, вот они все дряблые, они все прям мягкие. Ощупь вот так вот бери и в разные стороны крути, верти. Ладно, об этом позже. На данный момент я хочу взять вот эту орхидею, которая самая-самая тяжелая. Вы видите состояние ее цветочков какое? Я целенаправленно ее купила себе больной. Там так и было сказано, что это уценка. Вот так вот цветочек у нее выглядит. Давайте хотя бы зафиксируем, посмотрим вообще, как эта орхидея, дай бог, приживется и будет в будущем расти. Я в интернете, когда только изначально начала заниматься орхидеями, я ее увидела, и она там шла под названием Жозефина, насколько я помню. Вообще такая красивенькая орхидея, но вот не повезло ей. Думаю, что в моих руках она восстановится, и все у нее будет отлично. Ребят, конечно, предполагала, что она будет уцененная, но что настолько? Я, конечно, вообще, я сама была в шоке, когда я изначально ее видела. Ладно, бог с ним, с этим цветением. А листья-то, посмотрите. Ну ладно, два листа еще куда не шло. Вот этот лист, ну, не сегодня, завтра он вообще отвалится. А единственный, у которого есть шанс и возможность, он прям держится. Я не знаю, на чем он держится. И вот так крутишь, вертишь, прям шея вообще, кажется, доли секунды, и все, и она здесь открутится и отвертится. Ствол ее там вообще крайне нестабильный.
Ребят, вот такая ситуация с цветочками, когда они поникли вниз, на то есть три причины, насколько я знаю. Это когда орхидея хочет пить. Конечно, нужно довести конкретно до такого состояния, чтобы она захотела пить. Но, тем не менее, оно бывает. Это, знаете, еще тоже зависит от сорта. Какой-то сорт засуху переносит стойко, даже цветущий, а какие-то начинают вот так вот падать. И напоив их, они поднимаются, сами цветочки. И орхидея изначально в грунте, корневая система ее была сухая, я ее полила. Вторая причина – это гниль на шее. Такое тоже возможно. Встаешь утром, да, орхидея была хорошая, и здесь раз, и что-то не так, и гниль может проявляться. Ну и в третью очередь, это, конечно же, сама корневая система, когда начинает давать сбой. И когда у вас вот такое вот печальное состояние, давайте на корневую сразу же посмотрим, что у нее здесь так, не так. Но я вижу, что корешочки, они есть, в принципе, не гниющие, не испорченные. Но пролечивать мне их все равно нужно будет, потому что вот здесь местами есть черненький корень, и я сразу, вот видите, грунт увлажненный, по приходу ее, ну не то чтобы сразу, где-то получается часов 12 она постояла у меня в квартире, и ближе к вечеру я уже дала воды обязательно с привикуром, с фунгицидом от корневой гнили. Если у вас нет привикура, ну берите что-то другое. Фитоловин, там, топаз, корну, я их не использую, и сказать о их результате, о их работе не могу. Для чего это делать? Вновь прибывшие орхидеи профилактировать от грибковых заболеваний необходимо. Потому что может проявиться даже вот эти вот транспортировки, это все равно стресс для орхидей. И может проявиться именно корневая гниль. Идет сбой в работе, иммунная система падает и происходят всякие различные заболевания. Поэтому я вам рекомендую. И цветочки на данный момент, конечно же, прям необходимо срезать полностью. И даже я цветонос, да, я его полностью удалять буду, потому что у нее состояние тяжелое, как вы сами видите, все вниз, все упало, и смысла держать это цветение нет никакого. Я всегда говорю, что это дело наживное. Я сейчас, дай бог, ее восстановлю, все у нее будет нормально, и тогда она мне уже обязательно даст свое домашнее красивое цветение. Цветонос там по самому даже вот эту почку тоже отстригну, чтобы можно было, конечно, оставить вот эти вот почка. Ну, в принципе, здесь одна, вот две их было, можно было оставить, но может так случиться, что отсюда будут наращиваться деточки, либо цветоносы. А зачем? Мы сразу орхидею переводим на нужный лад, чтобы вообще она внимания не брала на цветонос. И ориентир теперь уже держала на наращивание листьев и корневой системы. Обязательно вместо среза ранку я обрабатываю перекисью водорода, чтобы никакая зараза туда не проникла. Все вот эти манипуляции, которые я сейчас буду проводить, ребят, не нужно на перемотки смотреть. Все обязательно вникайте и смотрите, для чего я это делаю. От цветения избавились. Далее обязательно профилактическая обработка от вредителей. Вредителей их никто и никогда не отменял. С виду ничего нет, а может быть вдруг какие-то лежат яйца. И поэтому я всегда беру и вам рекомендую, в наличии есть, это вот такой прекрасный инсектоакарицид, который борется с различными видами клещей, трипсы, щитовка и пошло-поехало. И это, так скажем, сильный препарат. Ну, если брать из тех, что нам предлагают уже производители, фитоверм, фитощит, там еще какие-то препараты. Они как для профилактики в основе идут, но я даже в таких целях беру именно аберон, потому что он прекрасно убивает красного клеща. Вот здесь я уже разбавила аберон. Мне всего лишь на одну орхидейку необходимо 100 грамм. Из моих расчетов это 3 капли аберона. Куда мне его литрами лить, да? Сэкономим препарат. И я всегда вот прям на любую обработку беру только свежее. Я никогда не храню вот эти все готовые растворы. Ну, потому что не всегда мы знаем, сколько времени их можно хранить, и свои свойства они потом теряют, и все, что было сделано, все зря.
И, ребят, перед тем, как начинать работать, ну, даже любым препаратом, пусть даже я сейчас по листу начну какой-то фунгицид протирать, там, стимуляторы роста, либо инсектоакарициды, я обрабатываю спиртосодержащим раствором листья. Вот сейчас вы увидите, насколько они грязные. Во-первых, конечно, для того, чтобы мне снять всю эту грязь, пыль, так скажем, заводскую. И вдруг, если здесь и есть какой-то вредитель, я сразу его поймаю на салфетку. Также яйца. Вот, что еще хотела вам сказать, совсем забыла. Посмотрите, ребят, вы множество раз можете столкнуться вот с такими проявлениями на листьях. Видите, вдоль листа присутствует вот такая некрасивая, неприятная чернота. Ее когда начинаешь стирать, ну как будто грязь. А на самом деле это сажистый грибок. Вреда он никакого орхидея не несет. Просто стираете также спиртосодержащим раствором, и он моментально отсюда уходит. Бывает такое, что и вот здесь вот тоже у орхидейки это сажистый грибок, который здесь засел. Ну и видите, вреда никакого нет. Видимо, я не знаю, конечно, это от садовника пришла такая орхидея. Возможно, здесь была какая-то другая гниль, которая теперь уже, ну, я смотрю, высохла, ничего страшного в этом нет. А бывает, что в этом месте вот такое же сидит черное пятнышко, ну, сидит, да и сидит, и никуда, так скажем, и никуда дальше не растет. Все, так вот просто-напросто его смахиваю хорошенечко, и его уже здесь не будет. Вот какой-то еще цветонос. Давайте тоже его удалим. Вот здесь нам абсолютно ни к чему. Вот видите, этот грибок находится уже здесь на ватном диске. Возьму другой, чтобы было поэффективнее. И с листьями, конечно, мне сейчас нужно работать аккуратно, особенно с тем. Тот у меня уже заключительный. Этот лист я смотрю, что не сегодня-завтра может и отвалиться. Но как бы все равно я его, конечно, постараюсь сохранить. Чем больше листьев у орхидеи будет, тем быстрее она восстановится. Но, конечно, желательно мне сохранять вот этот листик. Если он отломится, то все, точка роста у нас точки роста не будет, и это будет говорить о том, что орхидея пень, чего бы мне не хотелось больше всего. Но и в другую очередь, для чего я здесь спиртом работаю, когда у нас чистая листовая пластина, без пыли, без каких-либо, может даже тоже тепличных препаратов, избавиться и уже начать домашнее лечение, домашнюю процедуру. Какие манипуляции вам необходимо проводить с любыми орхидеями? Будь то здоровая, будь то больная, с любой, с новой. Иначе греха потом не беретесь. Не дай бог, какой-то вредитель сюда засядет и съест всю вашу коллекцию. И сразу же, здесь же, я начинаю обрабатывать орхидею именно обероном от вредителей обильно, вообще обильно. Даже вот сюда вот в ствол я хорошо зафышкиваю для того, чтобы предотвратить именно красный клещ. Он живет в пазухах и размножается тоже там. Сейчас на данный момент можно орхидеи, именно пазуху, оставить так, как есть. Не стирать оттуда ватным диском, ничего не лезьте. А все лишь потому, что в комнате температура хорошая, теплая, и ну, где-то минут за 15 он быстренько подсохнет, и шея за это время не должна сгнить. Но если вы опасаетесь, конечно, лучше всего убирать. Пусть постоит минут 10, и потом убирайте его оберон оттуда. И даже любой препарат, который вы будете использовать. Страшно крутить его, этот листик, не дай бог шею откручу. Также меня спрашивали о том, использую ли я прилипатели. Нет, ребят, ничего я не использую, работаю так, как есть. Не вижу в этом смысла. Сколько лет уже работаю, оберон без прилипателя как спасает, так спасает. Там еще какие-то препараты, вообще без проблем. Не знаю, каждому свое, конечно. Еще остается, конечно, этот оберон я буду использовать уже на те 6 орхидей.
У меня, ребят, нет времени ждать, когда орхидея высохнет полностью. Я тороплюсь. А вам необходимо выждать, когда полностью весь препарат высохнет, и тогда начинайте работать. И еще немаловажный фактор. Видите мох, как лежит плотненько, прям хорошенько у ствола. Все, что есть рядом, все убирайте, все отодвигайте, чтобы ничего не провоцировать. Вот видите, еще, видимо, нет, это корень. То смотрю, как будто бы цветонос. Если мох лягет так прям плотно к шее, все, начнет еще провоцировать на гниль, чего бы мне не хотелось. Да даже вот так вот можно этот слой мха, его отсюда удалить, чтобы он мне не мешал, вот этот верхний. И видите, даже здесь мох местами зеленеет. Ну, как бы страшно в этом ничего нет, но все равно верхний слой грунта у любых орхидей, пусть даже сидят в коре, там вообще вне зависимости от чего, он засаливается. И, ребят, если у вас орхидея тоже новенькая приходит, все те же самые манипуляции, которые я вам сейчас показываю, проделывайте. Здесь грунт разницы вообще значения никакого не имеет. Единственное, если сидит в коре, обязательно просматривайте на наличие торфстакана, чтобы вам определяться в будущем с поливом. Даже вот так вот шею хорошенько ее открыла. Пусть у меня все, ну вот, да, видимо, там когда-то чернело. Вот видно, что ствол он был черненький. Я сейчас лучше в первую очередь поставлю орхидею на опору, чтобы мне зафиксировать лист. Не дай бог он у меня отвалится. Я себе этого никогда не прощу, потому что этот сорт, я его уже полюбила. Я его захотела себе, поэтому и заказала больную. И чтобы мне опору установить, я должна посмотреть на наличие корней. Как раз таки все корни, они вот здесь и проходят. Аккуратненько я завожу опору, чтобы мне их не задеть и не травмировать. А то вдруг случится так, что мы еще в будущем нарвемся на корневую гниль. Вообще будет полнейший букет. Обязательно фиксирую орхидею вот так на садовую проволоку. Вот так это будет выглядеть. И что хорошо, пока мне нравится на данный момент, я не слышу никакого хруста. Это вообще здорово и отлично. И то же самое аккуратно за опору не берусь. Смотрю, где здесь есть корешочки. И завожу опору. И второй листик я тоже зафиксировала. Для чего я вообще это делаю? Ну, конечно, у меня здесь уже две ситуации, чтобы шею не сломать. А во-вторых, вы сами прекрасно видите, что тургор у листа, он потерян. И когда листья находятся кверху, то лучше всего сок проходит по листу, когда они находятся кверху. Потом, конечно, уже, дай бог, тургор восстановится. Опущу это все. Так, давайте точку роста посмотрим. Все, она у нас здесь нормально. Лист никуда не отвалился. Сейчас моя главная задача, это, конечно, сохранить шею и чтобы отсюда пошел рост новых листьев. Вот я всегда люблю в первую очередь ждать от орхидеи новых корней. Но от нее я все буду в первую очередь ждать листа. Чем больше листьев у нее будет, тем быстрее она крепнет. И тогда мы с ней будем вместе. И давайте еще раз зафиксируем корешочки. Нормально в целом. Не жалуюсь, ничего. Хорошие корни. Здесь вот также возле опоры практически рядом, но я их не затронула. Вот такие манипуляции я, ребят, над данной орхидейкой совершила. Все. Ей больше ничего не нужно. И у кого-то будет, наверное, такой вопрос, а почему она ее не пересадила? Вообще же принято новые орхидеи пересаживать. И когда я вижу в группах, есть одна группа такая ВКонтакте, которую я вот прям смотрю, и сердце кровью обливается. Когда начинают вот советовать больные, тяжело реанимационные, знаете, орхидеи пересаживать. Я понимаю, когда есть показания к пересадке, но когда показаний нет, ну и определиться, конечно, с одной стороны сложно, когда они есть, когда они нет. Но вот я-то эту вижу ситуацию и вижу этих комментаторов постоянно, которые советуют, пишут, и они пересаживай, пересаживай. Допустим, в этом грунте ей там плохо, пересаживай, пересаживай.
И вообще, и для чего, ребята, у меня сердце кровью обливается. И я не могу в эту группу ничего написать, потому что сам автор этого канала, мы с ним уже в контрах давным-давно, везде, где бы он не встречал меня, там мои какие-то заметки, мои видео, критикует постоянно, пишет всякую разную мне гадость и чушь. И по его методике, я по его большим инструкциям, вот такими буквами написано, я работала изначально, начала, кстати, 7 лет назад работать по его инструкции. Я не скажу, что автор какой-то плохой, я не скажу, что, может быть, там методика его какая-то плохая, но она мне не подошла. Абсолютно кардинально. Я очень много орхидей загубила по его незнанию. Потом я уже, когда вышла из этой секты, как ее назвать, ну там реально секта, там заходишь вот в группу, все. Тебе инструкции по пересадке только так, никак иначе. Тебе инструкции по удобрениям. Никаких удобрений, никаких стимуляторов быть не должно вообще. Типа скажите тому человеку, что он дурак, там я не знаю кто еще, который вам говорит про стимуляторы, про янтарную кислоту и что-то прочее. Я лично на себе испытала, что действительно стимуляторы, они помогают. Мы же после болезни не можем, да, просто так, вдыхая воздух и пить постоянно обычную воду, брать силы и энергию. Нет же. Нет. Я понимаю, конечно, что растения это не люди, но смысл практически один и тот же. Если провести такую параллель, им необходимы витамины, им необходимы кислоты, там минералы, и пошло и поехало. Но для чего? Не дураки же, да, не дебилы какие-то создают именно специальное удобрение для орхидей, там тоники для орхидей, все на свете нет. А вот он один такой умный, и все, и вот и пересадка реанимационных орхидей, она обязана должна быть. Смотрите, почему я не стала ее пересаживать. Мало того, что у орхидеи стресс в любом случае, какая бы идеально мощная орхидея ни была, у нее стресс лишь только от транспортировки. Она пришла в мои сейчас условия, все, даже вот и сейчас условия мои для нее это стресс. Я начну пересаживать орхидею. Вы представляете, как она вообще отреагирует? Мало того, что она и так очень слабая, потому что у нее и тургора на листьях нет. И шея у нее еле-еле держится прям на ниточке, как будто бы корневая, дай бог, может быть, ее спасет, и будет у нее все нормально. Поэтому я вам никогда не рекомендую вновь прибывшие орхидеи пересаживать. Пересаживайте их ровно тогда, когда они начнут обрастать новыми корнями. Вот прям вот эти пипочки заветные, видите, они начинают расти, 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 и все, и в марте, в апреле вы их можете уже спокойно пересаживать. Подождите, потерпите. Мои дальнейшие действия по поводу этой орхидеи, конечно, стоит отдельно ото всех на адаптационном окне. Обязательно в полив я буду ей давать фунгициды. В моем случае это либо фитиловин, либо привикур. Но так как я вижу, что она сильно слабая, я ей лучше всего дам привикур, потому что я знаю, насколько он хорошо и мощно работает, и оживляет он действительно орхидеи больные. Добавлять я буду, получается, что в каждый полив, потому что это мох. Он очень влагоемкий, он будет держать воду как раз таки 10-14 дней. И даю его ровно до тех пор, пока я не увижу, что корневая не портится. Орхидеи там не становится плохо, а наоборот, какая есть, такая остается. Если начнут наращиваться новые корни, перестаю давать привикур и уже тогда даю обязательно адаптогены, какие-то антистрессовые препараты, какие-то стимулирующие для наращивания корневой системы. Ни в коем случае удобрения нельзя, иначе орхидею загубите. Оставляю, вот так вот листьями кверху, и все, я ожидаю. Никаких пакетов, ребят, ни в коем случае сверху в купол я не ставлю, даже для того, чтобы мне тургор восстановить. Но я просто-напросто этого не делаю, и смысла в этом также не вижу. Она сейчас напьется водички, она была очень сухая. И я думаю, что тургор у нее придет в норму. Мне кажется, он уже стал лучше. Ну все. Обязательно буду вам показывать ее следующий этап, что с ней вообще происходит. Думаю, что вам тоже будет интересно. И перебираюсь уже потихоньку к тем другим орхидеям. Пожелайте ей скорейшего восстановления, чтобы она быстренько прошла адаптацию. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь моими роликами в социальных сетях. Всем всего самого доброго, всем пока!